Итак, нефть с утра проседает из-за того, что откладывается встреча ОПЕК+. Но и вот, судя по материалу Блумберга, цель встречи достаточно слабовата – порезать добычу на 10 миллионов, в то время как нависает избыток 20 миллионов. То есть здесь либо будет заявлено о том, что сокращают на 15-20 миллионов, либо будет падение цены на нефть после заседания ОПЕК. Потому как эта встреча, даже перенесенная, она не решает вопрос с навесом, который оценивается около 20 миллионов баррелей в сутки. Ну и сейчас в ожидании встречи ОПЕК, России, США и других стран по поводу снижения добычи нефти мы еще по цене походим, попрыгаем. Но вот в рамках подготовки к встрече Россия готова порезать производство нефти на 10%. Но это не решение вопроса, потому что даже если брать США, Саудовскую Аравию и Россию, то для того, чтобы снизить хотя бы на 10 миллионов на троих, каждый должен снизить добычу где-то на 3-4 миллиона барреля. Ну и при таком подходе есть риск того, что либо не договорятся, либо какие-то санкции в отношении России влупят. Потому что, получается, Россия не заявляет, по крайней мере, что будет снижать так, как нужно это в рамках общего согласия. С нетерпением ждем встречи ОПЕК, Россия, США и другие страны по поводу нефтедобычи. Потому что она, я так понимаю, сулит много всего интересного. А с учетом того, что ее перенесли, и она 9-го вроде как не будет, если, конечно, что-то не поменяется, то здесь вообще как бы по нефти будет гуляй-поле. Но текущая ситуация негативная в экономике США, прогнозируется, что она еще дна не достигла, потому как есть ей куда еще падать. К концу мая прогнозируется, что в США безработица на уровне 10% по оценкам отдельных экономистов. То есть это уже как бы очень ситуацию приближает к 30-м годам 20 века. Но после пробития того, что было в 1985 году, будет уверенное движение, скорее всего, этого графика по безработице к 25%, которые были в начале 30-х годов. Но вот по индексу Dow Johnson текущая ситуация указывает на то, что, скорее всего, еще не допадали и движение вниз будет продолжаться. Текущая ситуация из-за так называемого карантина в США, получается, 30% экономики Соединенных Штатов парализовано со всеми вытекающими последствиями. И это так или иначе ведет к закрытию малых предприятий. Экономика США – это сфера услуг. И к концу мая можем увидеть огромный всплеск безработицы, исходя из того, что вот на 30% сейчас все стоит. Но вот в США уже в ожидании социальных волнений в Балтиморе стягивают войска, потому что люди начинают волноваться из-за сложившейся ситуации. С учетом текущей ситуации есть основания полагать, что доходы корпораций восстановятся только к 2023 году. То есть до этого, скорее всего, дивидендные истории будут работать очень слабо. Но вот достаточно интересная статья по поводу политэкономики, даже скорее всего, что по сути текущая ситуация, когда оказывается давление на Россию, она связана с позицией демократов. Лагерь демократов, он предрасположен к Китаю, потому что Китай это фабрика финансового олигархата мирового. И вот таким образом они вырастили конкурента США. И сейчас как бы есть бытует такое мнение, что Трампу необходимо сближаться с Россией для того, чтобы соблюсти интересы Соединенных Штатов, потому что на самом деле текущая ситуация привела к тому, что мировой финансовый олигархат взрастил Китай, Китай реальный противник во всех смыслах США, и текущая ситуация, когда противостояние с Россией обостряется, это не более чем фиктивная боль из прошлого, когда Россию воспринимали как врага, и на текущий момент необходимо предпринимать все возможные шаги для того, чтобы забрать Россию в свое лоно, и поэтому такая ситуация, она будет способствовать тому, что балансировка сил
в мире, она будет склоняться в пользу США, а не в пользу Китая. И в этом плане, конечно, есть здравый смысл определенный в такой логике. Трамп, в общем-то, во многом следует этому смыслу. И вполне как бы очевидно, что он в чем-то симпатизирует Российской Федерации. Но демократы не дремлят, они его сразу щипать за это начинают. Но на самом деле позиция демократов, она тоже вполне как бы очевидна, что как раз вот вся вот эта вот экспансия финансового олигархата США во все части мира, вот это вот в Китае рост такой очень стремительный, бурный, как раз вот и это именно интересы так называемой демократической партии США и всего того, что за ней стоит. Вот. И поэтому, скажем так, бытующее мнение в российской прессе о том, что Трамп наш и так далее, оно как бы получается с этой точки зрения в чем-то даже обосновано, потому что по сути для того, чтобы Трампу свои позиции укреплять, ему нужно с экономической точки зрения, с геополитической, ему, в общем-то, нужен какого-то определенного рода альянс с Россией, потому что это поможет чашу весов склонить в сторону США. Китай растет во всех смыслах, и в экономическом, и в военном, в геополитическом. И поэтому как бы такое отношение, как текущее с Российской Федерацией, оно не на пользу на самом деле глобальным интересам США. И вот сейчас появляются голоса на этот счет, и вполне как бы можно ожидать, что в ближайшем, ну не совсем как бы в ближайшем, но там в течение года-двух, возможно, ситуация, отношения между Россией и США они будут меняться в более лучшую сторону. Но возвращаясь к нефти и встрече с ОПЕК, вот есть такое мнение, что по результатам встречи будет обвал цен до $10 за баррель Brent. На мой взгляд, то, что встречу откладывают, это вот указывает на вероятность реализации такого сценария, потому что, скорее всего, ее откладывают, потому что не могут как бы понять, какие тезисы выносить и что обсуждать, и что потом заявлять. И то, что вот такое замешательство происходит, оно, вероятно, указывает на то, что не будет какой-то консенсус выработан, а то, что консенсус не выработан, или то, что, допустим, будет заявлено снижение там менее чем на 15 миллионов баррелей в сутки, это, скорее всего, негативное влияние на цены на нефть окажет, и мы при таком раскладе увидим дальнейшее снижение и падение нефти. Так, давайте посмотрим, что происходит с индексами на текущий момент. Вчера Саудовская Аравия около нуля торговалась, Израиль немножко просел. На текущий момент сегодня Япония торгуется в положительной зоне, Китай в легком минусе торгуется. Ну, если статистику рассматривать движение цены, то получаем такие вот данные. Так, далее давайте американский индекс S&P посмотрим. Ну что у нас здесь месячный график указывает на то, что возможное формирование разворотной формации, но для этого надо дождаться окончания апреля и желательно мая, ну или по крайней мере в начале мая. Ранее на примере Доу Джонса индекса я рассматривал этот момент, там можете посмотреть, как понять, что возможно произошел разворот. Но по S&P здесь картина, она схожая с индексом Доу Джонса. И сейчас на текущий момент по месячной формации пока разворотной фигуры нету. Так, ну вот на недельной формации по американскому индексу S&P рисуется разворот, точнее нарисовался разворот, там медвежье поглощение, все как положено. Единственное, какой здесь есть момент. Вот эта вот разворотная формация, она нарисовалась, ну скажем так, она немножко не допадала. То есть она должна быть бы ниже, хотя бы на 200 или на 2000, для того, чтобы можно было говорить, что это, да, действительно уверенный разворот, и отсюда будет железобетонный рост. Или хотя бы она должна была не допадать, ну вот где-то вот в этом районе нарисоваться, то есть 2300, 2400, вот здесь вот. То есть она, получается, перебила вот этот лой, достаточно ощутимый, в то же время не допадала до уровня сильной поддержки, которая находится в районе 2000-2100. Поэтому такие развороты, они не очень
вероятно, и здесь, скорее всего, мы в дальнейшем увидим движение вниз либо сразу, либо какой-то будет отскок, ну вот, например, куда-то сюда на 2800, и потом пойдет движение вниз. Вот если так вот глобально рассматривать график S&P. Но по дневке здесь идет проторговка. Так, давайте к фьючерсу перейдем. Так, фьючерс S&P показывает сегодня рост. Вот он с гэпом так открылся, прыганул. Но, видимо, это связано с заявлением Дональда Ивановича о том, что китайская зараза уже побеждена и вот-вот все закончится. Но здесь пока не до конца ясно, как динамика вот этого движения сегодня по S&P будет развиваться. По идее, если он уже прыжок сделал, да еще и на растущих объемах предварительно, здесь тогда вполне возможно движение вот сюда, вот на 2631 и отработка вот этой цели. Вот. Если же все-таки сейчас пойдет пробитие и закрепление ниже вот этого возникшего гэпа, то тогда с высокой степенью вероятности мы сегодня увидим движение на 2515 и даже на 2490, вот сюда, вот в этот диапазон. Ну и в случае пробития вот этого сильного уровня 2470 будет дальнейшее движение на 2445 и далее. Пока как бы больше факторов указывает на то, что все-таки должно движение куда-то сюда состояться. Вот, но стоп где-то вот здесь проходит. Так, далее индекс доллара. Индекс доллара в этом месяце растет, это месячный таймфрейм. Но вот если недельку рассматривать, получается индекс доллара зажат между вот этими двумя сильными уровнями. То есть это указывает на то, что скорее всего будет проторговка и движение в этом диапазоне. В том случае, если устойчивое пробитие и закрепление сверху, то будет движение на исторический перехай 104. Если произойдет движение вниз, то тестирование 98.25 в случае пробития, переход вот в этот диапазон 96.91, 98.25. Если ориентироваться по дневке, то получается у нас здесь ситуация следующая. Если не будет пробития с объемом 101.22, то вот это вот движение, оно уже начинает вверх захлебываться. И в этой ситуации будет откат. Ну, во-первых, пойдет закрытие гэпов, которые здесь имеют место быть 102, 99.51. И далее все это приведет к отработке сначала цели 99.27 и потом тестирование вот этого уровня 98.29. Пока идет здесь поджатие, нельзя сказать, что будет движение вниз, хотя разворотная формация рисуется. И вот если не будет пробит вот этот уровень, который в районе 101 и 2, 101.19 находится, то скорее всего увидим колебательное движение, как минимум колебательное к вот этой нижней границе. А дальше там по результатам, если будет пробитие, то перейдет в более низкий энергетический уровень. Соответственно, такое движение вниз – это укрепление иены, укрепление евро к доллару США с соответствующими последствиями для мировой экономики и движения капитала. Так, если 4-часовик рассматриваем, то здесь немножко уже получается вот этот вот диапазон. Здесь как бы цель 101,1. Если она пробивается на объеме, будет сразу уход с целью отработки 101.85. Далее, если здесь закрепление, проторговка, рост объемов, движение выше. Вот. Если этого не происходит, то отсюда будет откат опять на этот сильный уровень. Либо от текущих значений, если не будет пробоя, тогда, скорее всего, рисуется разворотная формация, которая поэтапно приведет к снижению индекса доллара 125, 99.72, 99. И далее, пока не начнет стучаться в 98.29. То есть здесь сейчас надо ориентироваться на то, будет ли пробитие вот этого уровня 101,1 на растущем объеме. Если оно будет, то скорее всего начнется поступательный рост индекса доллара и укрепление доллара к евро и иене и другим валютам. Если этого не произойдет, то это превращается в такую округлую формацию, которая приведет к поэтапному снижению индекса доллара на этой неделе и рост основных валют против доллара. Так, но Китай торгуется пока в легком минусе.
Но то, что Китай торгуется в легком минусе, это негативный знак для российских черных металлургов. Так, ну что касается статистики динамики цен по цветмету и цветным металлам, то вот такой вид она имеет на текущий момент. То есть сейчас ситуация складывается таким образом, что на открытии сессии весьма вероятен рост по норильскому никелю, палладий и никеля растут. И негативное влияние на котировки полюса, скорее всего, будет с утра, потому что золото пока что проседает. Так, ну если рассматривать влияние на черные металлы и, соответственно, черную металлургию, то китайские черные металлурги около нуля сегодня торгуются. Баошан в легком минусе. Но я думаю, что все-таки тот фактор, что Китай находится в минусе, если он будет в минусе на открытии российской сессии, это скорее всего окажет давление на Северсталь, НЛМК и ММК, и они с утра будут, вероятно, снижаться. Вот. Но там есть еще фактор, то что S&P растет. Вот, поэтому сейчас тогда чуть попозже более детально посмотрим, какие могут быть варианты движения по черной металлургии российской. Так, далее индекс ММВБ, зажат он между уровнями. Это месячный таймфрейм. Так, но неделька достаточно позитивно закрылась. Здесь, в общем-то, весьма вероятно движение на 2660. Но с утра все-таки, наверное, будет откат в понедельник, потому что нефть на фоне переноса встречи ОПЕК США и России снижается. Но здесь как бы противоречивый фактор. С одной стороны нефть снижается, с другой стороны американский фьючер растет. Фьючерс растет, то есть ножницы получается. Так, на поддневке получается должна быть проторговка в диапазоне, прежде чем определиться перед движением вверх и штурмом 2660 или, соответственно, снижением. Так, ну и часовик здесь указывает у нас на то, что если на открытии будет пробитие 2560-2562 и закрепление, это приведет к движению вот сюда, вот к нижней границе 2480, и в случае ее пробития на объеме, то есть пробитие 2470-2465, сформируется движение вот к этой оранжевой линии 2380-2383. Вот. Но если вот этого пробития не будет, то это все превращается в консолидацию, набор позиций. И по факту проторговки мы увидим отсюда движение на 2660. Сейчас как бы все будет складываться в зависимости от того, как соотнесется влияние фьючерса S&P, который растет, и нефти, который проседает. Но у нас большая корреляция все-таки с S&P. Поэтому если нефть сейчас немножко подрастет, то тогда, скорее всего, ММВБ и основные ключевые бумаги пойдут вверх на открытие. Так, ну и вот вопрос был по поводу индекса RGBI, государственных облигаций. Что здесь могу сказать? Это месячный таймфрейм. Соответственно, чем выше индекс, тем лучше и крепче себя чувствует рубль по отношению к валютам. Вот здесь вот мартовский вот этот провал, он, конечно, был недобит, потому что вот он одну цель отработал, но до этой цели, для того, чтобы уже как бы по факту отскока пошел полноценный рост, он немножко не допадал. Поэтому вот эта формация, она указывает на то, что здесь все-таки движение вниз, оно вполне вероятно. Это вот исходя из месячного таймфрейма. Ну и такое движение вниз, оно приведет к тому, что рубль будет и дальше ослабляться. Так, ну вот недельный таймфрейм указывает на то, что произошел отскок и закрепились выше от ключевого уровня 145. То есть это указывает на то, что в ближайшие недели наиболее вероятно, что движение продолжится. Цель движения будет 150. Ну и в случае пробития вот этого сильного уровня 144.85 на объеме, то, соответственно, может вот это все, вся конструкция откатиться и будет возврат на 140.67 вот сюда вот. Так, ну и по дневке идет сейчас проторговка. Эта проторговка вполне может завершиться движением вверх на 149.83. Если не будет пробито на объеме 146.1,
Вот если этот диапазон выдерживаем 146,1 не разбиваем, то отсюда движение на 149.83 по факту закрепления торговли в этом диапазоне. Такое движение вверх по RGBI приведет к укреплению рубля против доллара США и евро. Это вполне вероятно, потому что получается начинают покупать рубли и вкладывают в ОФЗ. Насколько это будет укрепление, пока не до конца ясно, потому что фактор встречи ОПЕК плюс и динамика цен на нефть — это фактор X на текущий момент. Вот. Но надо ориентироваться на пробитие 146,1. Если есть такое пробитие, то в этой ситуации, скорее всего, следом будет пробит 145.29. И далее здесь может развиться опять поступательное движение вниз. Там первая цель 144,6 и далее по списку. Все, спасибо за внимание.